Друзья, вот это вот наушнички. Я вам объясню. Это проводные внутриканальные мониторы. Очень неплохие внутриканальные мониторы, как считал я. А вот что получилось в реальности, мы будем с вами сейчас рассматривать в нашем обзоре, потому что это Kiwi Airs. Это у нас Kiwi Airs X Crinacle Single. Блин, это такого вот, знаете, названия еле выговоришь, но очень-очень красивые наушники по дизайну. По звуку такой себе спорный момент, о котором мы сейчас будем с вами разговаривать. Все это дело на канале Технозон. Поехали! В общем, вы на главной страничке нашего канала. Конечно же, наушнички вы посмотрите уже на самой распаковке. Они действительно очень красивый, очень классный дизайн. Но подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши обзоры. И ссылка на проверенного продавца на эти наушники, еще на другие наушники, которые мы обозревали, которые мы считаем вот действительно крутыми за свою цену, лежат в описании под видео. В частности, не буду говорить, какие именно там лежат они специально для вас. А здесь у нас сайт продавца, $79 на момент съемки этого видео. Есть они в двух вариантах цветов. Мне понравились вот эти вот с бирюзой. Такой кайф, такие красивые. Хотя некоторым будет нравиться, наверное, такой вариант поинтереснее. Здесь у нас специальный 11-мм динамический драйвер Singolo, как они говорят, IEM. И тут они очень много как всего описывают. Знаете, вот они любят, короче, о том, как они это все дело в коллаборации с Crinacle делали, с лучшими в мире рецензентом аудио. То есть это, я вам скажу сразу, у меня есть замеры АЧХ этих наушников, АЧХ. Брал я их именно на crinacle.com, но здесь мы конкретно их сейчас не видим, мы можем с вами посмотреть, тут есть Kiwi Airs, здесь у нас оркестр, давайте выберем, вот они, Kiwi Airs X Crinacle Single, вот он конкретно, эти наушники, я их здесь выделял в отдельный график, мы его проанализировали, в принципе мы сейчас о нем побеседуем, но хочу посмотреть, что для начала нам заявляются сам производитель. Смотрите, тут они пишут, что в них встроен CARS. Что же такое CARS? CARS — это фирменная резонансная система, которая разработана Kiwi. Это Kiwi Audio Resonance System, которая, как они говорят, состоит из сети лабиринтных трубок. Вы увидите там, где я буду на распаковке показывать компенсаторное отверстие, там как раз и идут вот эти вот трубочки, которые, проходя, когда через них воздух проходит, он вступает в резонанс с этим самым динамическим драйвером и обеспечивает управление вот этой резонансной частотой. Короче, как-то так. Они это все изобрели, это их изобретение, их разработка. В принципе, сейчас послушаем. Как они пишут, благодаря CARS вы почувствуете очень классный звук прямо во всех моментах. Индивидуальный драйвер диафрагмы LCP, кстати, это японский 11-мм динамический драйвер, который специально создан для формата CARS, именно для вот этой вот резонансной системы. Еще и, как они пишут, с уникальными профилями передних и задних акустических камер. Ну, короче, как-то они тут много всего написали. От 20 Гц до 20 кГц, импеданс, сопротивление 32 Ома, чувствительность 108 Ом, сам он по себе из смолы, да, как я и думал на распаковке, потому что сначала смолу делал. У нас интерфейс кабеля 0.78 двухпиновый, тип штекера 3,5, длина кабеля 1,2 метра. Давайте я перенесу сейчас на более большой монитор вот этот вот график, я его переношу для того, чтобы я мог с ним работать. На ноутбуке снимаю, маленькие глаза уже не те, старые, блин, стал. Итак, смотрим. АЧХ Kiwi Airs. У нас есть график. Смотрите, сама по себе она V-образная, это форма. Ну, есть подъем на басах и высоких частотах. В принципе, смотрите, у нас есть суббас. Подъем в этой области, вот он, видите, подъем в этой области проходит выше вот этой вот нейтральной кривой. Ну, это говорит о наличии баса. Ну, это элементарная вещь. Средний бас от 60 где-то до 80 Гц. Это такой себе небольшой подъем тоже у нас есть. От 60 до 80 средний бас. Вот он, видите, мид-бас. Делает бас более, в принципе, насыщенным и ударным. Вот у нас средние частоты. Видите, у нас нижний мид-рейндж и верхний мид-рейндж. У нас тут небольшой спад от 200 до 300. Черт его знает. Посмотрим, как оно себя поведет. Я рассчитывал, если будет выше, то будет более теплый звук. А ниже
Ну, посмотрим, это надо уже слушать. А верхняя середина, смотрите, у нас получается upper mid-range, он фактически в нейтральной кривой. Это, в принципе, знаете, оно передаст нейтральную... Это у нас нейтральная передача канала, и она должна быть детальной, по сути. То есть она должна быть детальной. Посмотрим тоже. Зато у нас есть от 3 до 5 кГц, от 2 от 3 до 5 кГц такой яркий подъем. Там должны быть высокие детальные частоты в этом. Именно сами высокие, они должны быть детальные и яркие. Небольшой спад после 5 кГц. Ну, смотрите, оно должно убрать резкость, цыканье. В принципе, не будет утомлять нас, да. По сути, должно получиться у нас по этому АЧХ насыщенный ударный бас, теплая нижняя середина, детальная, не знаю, нейтральная верхняя середина. Вот так вот я это назову. И где-то яркие, детальные, высокие частоты. Что мы будем на нем слушать? Будем слушать на нем все. А вот уже что у нас получится, не знаю. Давайте сейчас посмотрим конкретно эргономику этого всего действия. Так, график можно закрывать. Мы уже на музыкальном сервисе. Будем сейчас смотреть. Kiwi Airs X Crinacle Single. Блин, название одно, только язык сломать можно. Давайте, поехали. Вскрываем его. И посмотрим, что за наушнички. $79. Недорого. Вот просто из-за того, что недорого, и это Kiwi Airs, я их и решил рассматривать. Кастомный 11-миллиметровый динамический драйв. Да ты что? Ой-ой-ой, за $79. Ну давай посмотрим. О, коробочка ничего тогда. Блин. Да. Такая. Приятно. Приятная, да. Оу. Это мило, это красиво. Вообще оно должно было быть вот так вот. Скорее всего, во время транспортировочки где-то что-то пошло не так. Есть два варианта. Это либо сердечко, либо жопа корхи собачек. Знаешь, есть такие собачки корхи? Знаю. У них жопа как вот сердечко, короче. Ладно. Открываем. Посмотрим, что у нас тут есть. Кабель. Ну, у Kiwi Airs всегда были нормальные кабели. Тут, знаете, посмотрим. Да, он отсоединяется. Тут двухпиновые. Вот они, видишь? Вот такие вот. Два пина 0,78. 0,78 миллиметров. Ничего необычного. В принципе, сеточки несъемные, фильтра несъемные. Короче, такое. Ну, это дешевый вариант, само собой. А что у нас здесь? У нас тут инструкция еще. Два набора амбушюрок. Это силикон. Это более такой, это два разных силикона. Я вам скажу. Нет, они по жесткости отличаются. И по, посмотрим по звуководу. Не, по размеру отверстия не отличаются. Если не отличаются, то тогда это только тупо материал. По высоте они могут отличаться. И по размеру отверстия выводного. Нет, это абсолютно одинаковые, только разный материал. А нет, смотри, по высоте отличаются? Отличаются, да, они могут звучать по-разному. Тут нужно понимать, кому что больше подойдет. Ну, я для себя померяю, потом посмотрю. Смотрите, компенсаторное отверстие есть одно. У нас... Они такие прикольные, прозрачные, да? Красивый дизайн вообще. Топ. Скорее всего, смола. Не понимаю, что это. Скорее всего, Ой, смотри, как видно динамический драйвер. Видишь? Да. Прям вот мембрану Да. видно. Слушай, топ. Надо включить на громкость. Там на какую громкость? Прям видно. Смотри. Слушай, ну посмотрим. Я не вижу таких вот явных... Слушай, а где у них реально компенсаторное отверстие? Ну вот здесь это не компенсаторное, это просто... У них их вообще нет. Ты видишь какие-то отверстия на наушники? Нету, реально нету. Нет, подожди. Вот отверстие, вот отверстие. Но оно... Да, есть. Посмотрим, как звучат. Вообще, крайне неплохо. За $79 я не морочился бы, допустим, с заменой амбушюр и не морочился бы с заменой кабеля. Кабель, в принципе, неплох. Тестировать будем сегодня это все на ЦАПе Kiwi.
Вот такой вот у нас Kiwi Airs Allegro. Мы его достаточно долго уже тестируем. Можете посмотреть в интернете обзоры на него. Очень классный ЦАП. В принципе, для наших целей подходит. Давайте переходим. За кадром скажу вам так, когда я начал примерять черные амбушюры, люди, у нас Леночка в студии сегодня на камере, она пожалела, что она не записала. Да, Лен, ты будешь слушать наушники? Ты ж любишь наушники слушать? О, бежит. Не упади там, а. Уже, да, она говорит, жалко, что я не записала, как ты ругаешься. Амбушюры шлак. Я вот на распаковке думал, что амбушюры более-менее, амбушюры шлак. Кстати, вот эти вот, они тоже выталкивают. Вот эти, да. А ну, давай другой размер. То есть я сначала взял среднюю амбушюру черную. Это вообще трэш. Просто полный трэш. Амбушюра полное говно. Говорю как есть. Кабель ничего так, кстати, кабель. Я сейчас вам покажу именно... Я мой телефон, я запишу на него, я вам покажу эргономику. Смотрите, то есть они сели отлично. Кабель не имеет твердой заушины, не давит и не выталкивает за счет кабеля. Но амбушюра сама по себе амбушюра, она выпадает, она реально не крепит вообще ни хрена. То есть я сейчас буду подбирать амбушюры, а вообще хорошие амбушюрки я вам размещу в описании под видео, потому что вот это вот, это трешак. Те амбушюры, которые есть. Сами наушники классно сидят, то есть они анатомически правильные, заушина хорошая, а амбушюры просто-напросто... Да. Так, меняем амбушюры, я что-то вообще аж расстроился. Черные вообще не вариант. Сейчас светлые побольше возьмем. Лучше, но назвать это хорошими амбушюрами у меня язык не повернется. Прикинь. Обидный момент, обидный. Но эти более-менее, но все равно. Вот сама амбушюра, она имеет излишнюю мягкость на юбке. Юбка излишняя мягкость, а само крепление излишняя жесткость. Получается, юбка не держит форму, а вот эта вот излишняя жесткость выталкивает. У нас получается вот такой вот волан, который так сжимается. Когда ты в ухо вставляешь, если оно анатомически, оно просто-напросто за счет другой стороны выталкивает. Просто выталкивает наушник из уха. Это ужасно. Ладно, будем слушать. С чего начнем? Начнем мы конкретно с... вот что-то тяжелое. 11-миллиметровый динамический драйвер. Вдумайся, вот эта система CARS, резонансная система. Должно хорошо играть джаз. Вот я сейчас прогнозирую. Так как у нас есть ударный бас, должен рэп неплохо играть. Так как тут детальные средние частоты. Слушайте, для электронной должно подойти. И... насчет акустики у меня есть сомнения. Ладно, давайте мы начнем конкретно с джаза. Тема джаз. Наши любимые с тобой мелодии, которые мы уже 100 раз слушали. Да, высокие действительно хорошо. Они... Сейчас я дам тебе послушать. Оу. Злой эффект. Нейтральные средние и ударные высокие, такие яркие высокие, скрипит сакс. Скрипит сакс, это у нас на... Сейчас я тебе дам послушать. Это у нас на Kiwi Airs Allegro, на ЦАПе. Я на этом ЦАПе слушал эти мелодии. Мы используем одни и те же мелодии. Очень много обзоров. Мы их знаем досконально, как каждая должна звучать. А ну дай мне наушники, которые подороже. Я вам скажу. Мы тестировали на разных наушниках этот ЦАП. Вот у меня есть еще, допустим, Аврора, да? Аврора. Я их покупал. Сколько? 3 штучки, да, купили? 3 штуки. Я их слушал. Стоит здесь 12-миллиметровый динамический драйвер, микропланар 6-миллиметровый. И вот эта мелодия там звучит просто шикарно. Но они стоят $300. Есть у нас вот такие вот Tangtsu.
Мы слушали еще 7 Герц легато, мы слушали KVR с оркестра, мы слушали KVR с квартет, мы слушали все. И вот так вот, как это не звучало. Я думаю, что это не для джаза. Послушай, пожалуйста, конкретно ты сейчас подстрянешь саксофон. Вот они начинаются ярко. Высокие, хорошие, яркие частоты. Вот послушай, а средний, когда начинает играть сакс, он как раз в это вот upper range играет, mid range. Давай, слушай. Сейчас Лена нам скажет. Должно сейчас красиво играть. Сейчас до саксофона дойди. Дошло? А сакс это просто какая-то труба. Он репит. Сакс репит. Ребята, сакс репит. Я не знаю, я приложу, вы не услышите ни хрена, я вам сразу говорю, потому что это для этого нужны другие микрофоны. Но это даже больно слушать. Это облом. Это не для джаза. А ну сейчас. Сейчас, мне нужно именно там, где... Сейчас. Не-не-не. Вот она звучит хорошо. Но здесь у нас струнные и... Ой, классно, щетка. Вот высокие здесь яркие высокие частоты. Очень яркие. И такой бас насыщенный, хороший. Сейчас. Да, сакс становится громче, его становится больно слушать. Ну, блин, такое. Если по пятибалльной шкале, то троечка. Вот троечка. Это не джазовые наушники вообще. Вот это ты сейчас охренеешь. На, вот именно этот момент. И ты сейчас все поймешь. Это все, этот момент в этих наушниках, он раскрывает всю суть в джазовом исполнении. Нет, это далеко не для джаза. Слушаешь? Да. Ну, это вытье, это вот все, это вот он, вот это вот нейтральные и средние, все. Нет, не джаз, не джаз, не джаз, не джаз, не джаз. Сразу говорю, не джаз. Не-не-не-не-не, это мы уже поняли. Джаз нет. Джаз нет. Так, а ну-ка, слушаем. Ну что там у нас? Рэп, да, хип-хоп попробуем. Ну здесь ударный бас, в принципе, должно быть что-то такое. Давай. Сейчас с вокалом, подождите. Бас хорош. Ой, бас хорош. Ой, бас хорош. Да, бас. Да, это вот вокал хорошо. Сейчас послушаем. Смотрите, я вам сейчас рассказываю. На, одевай пока, слушай. Я тебе ставлю две композиции. Тебе они обе понравятся. Ты сейчас оценишь ударный бас. Смотрите. По рэпу, по хип-хопу. Давай, поехали. Слушаешь? Слушай, тебе понравится. Смотрите, у нас насыщенный ударный бас такой. И детальные средние частоты. То есть сам по себе они когда читают это все дело, это просто вот классно, разборчиво, четко и классно. Очень хорошо. Рэп и хип-хоп, они звучат динамично, эмоционально. Вот что я могу сказать. Очень подходит хорошо. Сцена ощущается такая, знаете, блин, если
меня были ситуации, когда сцена для меня была плоская прямо передо мной, когда я, знаете, как пленку держал. Ну как, пойдет? Хорошенько, да? А теперь слушай следующую. Бывали такие, что там ты прям вокруг сцены, у каких-то дорогих наушниках. Здесь нет. Сцена достаточно широкая, комфортная для большинства вот жанров. Вот, я вам скажу, ну, послушал, я, честно, после «За кадром» мы, конечно, что-то слушали. Но вот сама по себе стереопанорама, она могла бы быть шире. Она не такая широкая, как у конкурентов даже за эти деньги. Это вот, знаете, вот попытались сделать универсальные наушники. Это попытка сделать универсальные наушники, но очень часто за такие деньги вы универсальность не получите, потому что вам одного 11-мм динамического драйвера мало, и это раз, а во-вторых, там, да, они применили этот Cars, резонансную систему, ее тоже мало для этого 11-мм динамического драйвера, для того, чтобы сработать во всех, давай, подвисло, для того, чтобы сработать во всех типах музыки, это вот серьезно говорю. Поэтому по сцене мое ощущение достаточно широкое, но не такая широкая, как у конкурентов за эту цену. Сразу. Неплохо, очень неплохо. Вот эта вот стереопанорама, она прям, вот ты прям ощущаешь, что движение. Все нормально. Давайте попробуем электронику. Электроника здесь должна быть просто тупо крутая. Воу! Здесь бас не тот. Вот надо послушать с тем басом, который нужен. Ну, это для электроники, это прям вот вообще топ. А ну, ой-ой-ой-ой-ой, я тебе скажу, прямо топ. У-у-у. А ты слышишь? Оу! Вот это топ. Здесь сейчас нам это послушать, ты охренеешь вообще. Подожди. Это твой любимый жанр, я знаю. Подожди. Уф. Сейчас, подожди. Блин, вот бас не тот. Сейчас. Я помню, где-то в одной из... Вот он, здесь должен был быть. Здесь какая-то у нас... Оу! Вот она, басовая, такая приятная. Да, хорошо звучит. На, послушай, я вам объясню сейчас. Смотрите, у этих наушников АЧХ, она V-образная. И именно вот эта вот V-образность, она отлично... тебе включить, да? Она подходит отлично для... Сейчас, это не то еще. Подожди, вот она. Она отлично подходит для электронной музыки, именно подчеркивая басы, синтезаторы. Вот это вот неплохо. Даже вот она классно сочетается с вокалом, да, вот который. Послушай. О, класс, да? Не такой, здесь нет ударного баса, но здесь такой он приятный, да, такой. Это не та композиция. Все, давай. Леночка подвисла. Электроника, да. Электроника зачет. Пока что у нас выбыл только джаз. Я подразумеваю, знаете, судя по АЧХ, у нас может выбыть еще и акустика. Сейчас посмотрим. Вот я прям как что-то на фортепиано побаиваюсь. Прям побаиваюсь. Гитара. Ой, как гитара звучит. О, детально вообще. Именно детально так. О. Я просто сам играю на гитаре, чтобы вы понимали. Я играю фламенко. Ой, хорошо. Топ. Я сразу говорю, топ. Я даже это описывать не буду. Она классно звучит. Она такая эмоциональная музыка. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужен фортепиано. То же самое, что с джазом, с саксофоном. Фортепиано режет ухо. Ай-яй-яй-яй. Я вам расскажу. Но слушай, я сразу убиваю. Акустика не вся, фортепиано. Режет фортепиано. Я боялся этого, когда слушал джаз.
когда ты слушаешь сакс, и давай, слушай, вот именно момент фортепиано, вот послушай, прям зарезает, оно прям, вот верхняя, она, знаете, вот переходит в писк. Переходит в писк и... А тебе как? Ну? Подожди. Ну да, Лена у нас подвисла, короче. Лена слушает. Ну нет. Ну нет, фортепиано нет, однозначно. Пластмассово. Пластмассово, да, вот. Оно не то, что пластмассово, оно... Нет, я так понимаю, что, скорее всего, он вот душит вот это вот mid-range, который переходит... Ну, короче, мне очень трудно описать именно, что происходит с фортепиано. Но вот именно оно как пищит на верхней ноте, я не знаю, ты вот играешь, у тебя там, да, вот оно выходит куда-то вверх и прям аж больно уху. В определенный момент больно уху. Нет, акустика нет. Классика. Классика на виолинах сейчас послушаем. Потому что на фортепиано мне уже не понравится. Блин, я уже их запутал, как мог. Вообще, в целом, неплохие наушники, потому что сейчас мы заканчиваем с классикой. Слушаем рок, слушаем поп и будем уже переходить, делать выводы. Блин, а большое говно полное, мама родная. Так, классическая. Что мы слушаем на классике? Вивальди, правильно. Не, 4 сезона. Это просто композиция, которую я знаю досконально. Досконально я Вивальди. Ну, давай. Три из 5. Дешевая рыбка, плохая уха. Серьезную академическую музыку на них не послушаешь. Джаз, классику, хорошую акустику, ну нет. Знаете, в чем прикол? Сейчас я вам скажу. Нет. Знаешь, как зажатое оно. Вот тут как по телевизору смотришь. Ощущение... Ой, вообще охренительное описание. Как будто смотришь по телевизору. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю. Вот как будто смотришь по телевизору. Где-то в каком-то моменте есть зажатость. А в каком моменте? Сейчас я открою график. Я тебя сейчас включу, а ты послушаешь. Ты слушаешь? Слушай. В каком моменте? Здесь вот где-то 4. Блин, где они зажали его? Виолина, она ж туда уходит. 10-15. И потом уже у нас после 15 начинается спад. Вот где-то здесь ее чуть-чуть пережали, не знаю, вот совсем. В принципе, это неплохие бюджетные уши, не для какой-то серьезной музыки. А что, ты все? Ты там уже все? Вторую, ну давай вот эту послушаем. Ну, как телевизор. Вот я такое впечатление, что я сижу и слушаю динамики телевизора. Это прям вообще очень туго. Зажали высокие. И у тебя скрипка звучит как неестественная, такая, знаешь, нет живости. Что-то они по резонирующей этой камере перегнули. Так, бушуры просто жопа. Попса, обязательно с вокалом. Не, подожди, вот это лучше. Вау, вот это вот. Одел все, и кайф в жизни. Ролики одел на пляже в Майами и пошел там. Ну, правда, в пляже на Майами с... Ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо вообще.
прям вообще топ. Сейчас, подожди. О, прям... Ой, какой бас, а. Ой, какой бас приятный такой. Ударный, да, такой. А ну то же самое без вокала. Оу. Попса это вообще не вопрос. Здесь сакс искусственный, вот чувствуется вообще. Вот он играет по-другому вообще. Вот смотри, ты сейчас охренеешь вообще. Вот. Это сейчас просто. Я тебе включаю два варианта одной и той же песни. Инструменталку и я тебе сначала включу с вокалом, а потом с инструменталкой. Слушай, а ну сейчас посмотрим на ЧХ. Блин. Да, для попсы, конечно, такая она энергичная, веселая, классная музыка вообще. Ну, здесь, видите, насыщенный бас, яркие, высокие. Это и делает ее. А вот это вот нейтральный upper mid-range, это для вокала неплохо. Будет четкий вокал. Ну что? Класс? Веселее. Вот послушай теперь эту же мелодию без вокала. Давай без вокала ее включаю. Послушай, вообще бас. Обрати внимание на бас. Я вот чуть-чуть даже перемотаю. Да, пожалуйста. Долго слушать. Вот прям басок прям такой. Прям приятный. Не хватает сабвуфера, я вам скажу. Не хватает маленького какого-нибудь саба, такого сабового драйвера. Ну что как? Имеет место. Да, имеет место. Все, давай сюда. Попса залет. Нормально. Все, слушаем. Попсу слушаем. Зачет, залет вообще. Осталось рок. Хочу рок. Буду каждый раз одевать и материться на амбушюр. Нам нужен тяжелый. Но это не тяжелый, это вообще звучит. Нет, это не рок. Это, знаешь что, это инди-рок. Он больше ближе к джазу, но его слушать невозможно. Его слушать больно. Не хочу его слушать. Подожди. Где тяжелый рок? Четыре из 5. Мощная, живая, но плоская, не понимаю. Неплохо звучит. А ну сейчас альтернативу. Панк-рок. Оу, вот это звучит. Все равно плоско звучит. Вот плоский. Реально, у меня такое ощущение, что знаешь, как что... Как хорошая аудиосистема стоит, и из одного места идет звук. Из жопы. Ой, из колонок. Не знаю, хочешь послушай, но я делаю выводы. Ребят, смотрите. Неплохие наушники именно за $79, но, опять же, говорю, для электроники, для попсы, для рэпа, хип-хопа, рэпа неплохо. Классика, вы сможете слушать, насладиться настоящей академической музыкой, здесь тяжело. Задавленные сильно высокие, в каком-то моменте, в каком-то одном из маленьких моментов заставляют слушать виолину с впечатлением того, что вы слушаете по телевизору. Теперь по акустике, фортепиано это просто трэш, его слушать больно. Как и джазовые композиции, где присутствует на основной партии саксофон. Все, вот просто альт там будет нормально отыгрывать, а сакс, обыкновенный вот этот вот сакс, наш любимый, который, он просто дребезжит. Я не знаю, что он дребезжит, но факт остается фактом. Я могу рекомендовать эти наушники любителям, там, но это же, опять же, это же мои уши.
любителям там, попсы, электроники, ненавязчивой музыки какой-то и не огромным ценителям этого всего действия. А в целом, ну, за 75, за $79, чего мы хотели от внутриканалов. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.